Привет, друзья, с вами капитан Дэн Змей. И сегодня очередной разговор о опасных ситуациях, которые также могут повлечь в том числе и смерть на яхте. Но даже если это все обойдется, это может повлечь серьезные повреждения и так далее. Значит, расскажу о ситуациях, которые у меня второй раз была в жизни. Не на этих яхтах прекрасных, в которых все работает, все хорошо. Первая ситуация была до ковида в 2019 году на моторной лодке на Тенерифе. И ситуация была такая, то есть мы вышли там, ну скажем так, на тренировку. Я на моторках не очень ходил. У меня был помощник, который больше в этом соображал. Я его позвал там для надежности, для уверенности, для подсказки, помощи. Ну и одному как-то тоже там на незнакомой лодке, там мало ли швартовых там подать, там фендер подложить. Ну, короче, мы вышли, там все у нас все хорошо, все получается. Вышли в море, в океан, там на Тенерифе, около прекрасных скал Лос-Гигантес покатались, вернулись обратно. Ну, решили что-то там покрутиться в марине. Там небольшое течение, волнишка, потренироваться швартовку в таких вот, ну, не самых идеальных условиях. Тоже все получалось, потом что-то мы вышли между лодками на более-менее открытое пространство. Ну, не знаю, как вот, можно сказать, что почти как здесь, только поменьше, конечно, да. Вот. И там с той стороны была заправка. В общем, мы собрались опять там что-то на выход. Вход-выход в марину там тоже сложный, через боковую волну потренировать вот этот выход. И, в общем-то, мы даем небольшой разгон, там, ну, не знаю, 5-7 узлов. То есть не на полный газ, потому что в марине нельзя быстро идти, 5, по-моему, даже там в марине, по-моему, 5 ограничения. Ну, вот. И там надо было какой-то маневр сделать, я возвращаю газ назад, а он не возвращается. То есть лодка идет вот как она была, и она еще по гладкой воде, она как бы еще и разгоняется. То есть получается, что она осталась на том же газу. Ну вот, ну что делать? На дизельных, не знаю, кстати, как здесь, на дизельных моторах бывает всегда кнопка экстренного гашения, то есть красная такая, выключение двигателя. Здесь я, честно говоря, такой не вижу. Я вижу, что здесь просто стоп есть, тоже им можно воспользоваться обычно. Вот, как потом выяснилось. Но специальной такой большой кнопкой, там emergency. И на одной лодке у меня была такая дроссельная ручка, такая, как дроссельную заслонку открывает, и двигатель тоже моментально гаснет. То есть там понятно было, что здесь там, ну, кнопку нажали, он не сразу еще стопанулся, он там, ну, надо поддержать ее. Вот, ну хорошо, двигатель остановился, разгон кончился, но лодка по инерции летит куда-то там, туда, в ту стену. Вот представьте, а там еще здесь, например, яхты дорогие летела. Ну, единственное было правильное решение, сделали заворот на заправку. Там были такие, вот отсюда не очень видно, но большие, огромные шины или что-то такое. Фендеры такие черные, страшные, во всю стену. Ну и, в общем, сделали вираж и со всего маха боком затормозили в эту стену. Потому что, ну, другого варианта не было. Тоже подбросили фендеры, все это. И все это происходило, это, не знаю, какие-то десятки секунд. То есть, ну, было время подумать, потому что, ну, как бы еще было какое-то расстояние. И как бы другой вираж уже по-любому не получалось сделать. Мы летели примерно в том направлении. Вот, поэтому как бы... и потом выяснилось, что эту лодку обслуживали там не я, не мои знакомые. Она там, ну, стояла долго, кто-то ее обслуживал, даже не знаю кто. Вот, и там на тяге газа уже на моторе, не сверху, на моторе от тросика, вместо шпильки такой прочной, там, знаете, бывает такой палец такой, защелкой такой. Вот, там стоял какая-то силюминовый или чуть ли не кусок припоя, который при усилии в какой-то момент просто порвался, обломился, и газ остался вот в этом прямом состоянии. Вот. Ну, к счастью, это обошлось. Там были мелкие какие-то, ну, такие даже не царапинки, а вот от черных этих штук, и такие потертости, которые отмылись там моющими средствами. Лодка хрустнула, но ничего не хрустнуло. То есть просто был удар такой всем боком корпуса. Вот. Оделась легким испугом. Вот запомнилась эта ситуация. И как-то долгое время, уже, я не знаю, там 2-3 года, там, ну, последний год активного, скажем так, хождения на яхте, сотни выходов, различные ситуации, десятки там каких-то стрёмных ситуаций, когда сильный ветер, резкое тормаживание, резкая работа ручкой, газом. Как-то таких ситуаций больше не повторялось.
Вот. Были какие-то другие, там топливо кончалось где-то по причине исправного датчика, и там, ну, опять же, тупизны, проверки своевременные. Вот. Но такого, чтобы лодка на газу, такого, ну, не знаю, последние там 2 года активной моей работы капитаном не происходило. Ну и буквально на днях была похожая ситуация. Тоже своего рода повезло. Я там, ну, помогал людям там одну лодку просто, ну, так, подогнать к причалу. Но вообще штиль, тишина, никаких течений, ну, там какие-то были помехи, тузик сбоку. И просто я потихоньку шел как бы задним ходом, сдавал. И что-то мне там не понравилось, как-то не тот угол. Ну, в общем, решил пришвартоваться, отошел чуть-чуть вперед, там метров 5-10. И дал газу такой, как, ну, как тоже в некоторых школах учат, то есть не прямой газ, а даешь удар и потом обратно. Ну, то есть такой чуть сильнее. А лодка тоже мне непривычная, там газ, это ручка, ну, по-моему, электронная это называется, да, она очень мягкая. То есть она там передает, я не знаю, через что, через реле, через что-то, это усилие. И я такой раз назад даю, лодка поехала, так хорошо поехала, мне надо ее остановить, потому что мне, ну, одного удара достаточно было, чтобы такой так газанул, и надо было нейтраль, чтобы она встала на место, ну, как бы перестала газовать, и она по инерции бы уже подходила, как бы, ну, я не прогнозировал ситуацию, просто я всегда так стараюсь делать. Я заранее повесил фендеры. О, опять ветер подул. Вот я только что пытался ездить кататься кайтом, ветра не было. Сейчас, видите, флаги просто реют. Вот, блин, либо надо на берегу было ждать, но там молнии сверкали, бросил я. Извините, опять лирическое отступление. Ну, в общем, продолжаю историю. Значит, я даю вот этот газ назад резкий, возвращаю ручку в нейтраль, а она не возвращается. Лодка начинает набирать газ. И у меня позади причал. То есть, как бы, благо, что это было там, ну, может быть, было бы 50 метров, я бы вираж какой-то сделал мимо причала и начал бы кругами куда-то уходить. Опять же, ну, да, наверное, потом я все равно заглушил двигатель, да, нажал там кнопку, подержал, она еще неудобно, там где-то под столом, под стеклом, то есть не прям под рукой. Ну и как бы я кормой бахнул причал. Вот, там, блин, даже что-то упало с него, там воду достали, там какие-то запчасти. Вот, ну а смысл в чем? Смысл в том, что заранее было там, несмотря на все вот эти траблы, у меня заранее были повешены кранцы везде. То есть и по правому борту, где там другие лодки потенциально могли стоять при швартовке, и сзади я, ну, не знаю, что мне сказала, я заранее повесил, обычно там один шарик маленький висит, а я повесил еще 2 больших кранца. И благодаря этому, ну, то есть лодка не пострадала, причал тоже не пострадал, был удар, сотрясение, да, там люди там пошатнулись, к счастью, никто не упал с понтона, но как бы больше испугались, чем демеджа. Ну и ручка, в конце концов, самое прикольное, когда я ее там отжимал вперед, не знаю, либо я такой качок стал, либо я себе льстю, она просто осталась у меня в руке, то есть она отвалилась. Это вот за всю мою, там, не знаю, 7-8-летнюю историю яхтинга такая ситуация, чтобы ручка осталась в руке, она была у меня первый раз. Вот, кто уж там виноват? Я, силач Вакула, блин, ну, я больше 15 раз не отжимаюсь, больше 12-15 не подтягиваюсь. Не знаю, откуда у меня эта сила там такая. Либо ручка просто такая хрупкая. Но суть не в этом, суть в том, что, ну, как бы, будьте бдительны и проверяйте все оборудование, то есть не забывайте, даже если вы в себе там 100% уверены, тихая погода, повесить лишние кранцы в какие-то там опасные места, которые могут удариться на нужном уровне. Вот. И как бы, конечно, хорошо иметь какую-то кнопку гашения двигателя на такую ситуацию, ну или по крайней мере отработать ситуацию, как гасить двигатель быстро, не задумываясь об этом, потому что там промедление, грубо говоря, 3 секунды, получился удар. Сделал я чуть пораньше, ну, наверное, все равно бы он получился просто чуть мягче. Ну, в общем, вот как-то так. Вот 2 случая из моей жизни, один там уже 5-летней давности и один вот сейчас. Вот они чем-то похожи, чем-то разные, но в какой-то ситуации это могло бы, если там был бы человек какой-то, и я бы въехал в этого человека, то есть я бы не сам погиб, а кто-то, или от удара бы там куда-то улетел там головой обо что-то. Ну, короче, вот тоже опасная такая ситуация, которую я рекомендую подумать наперед, как от этого уходить, как с этим бороться. Всем спасибо, с вами был капитан Дэн Змей.